Сова. Сова, да. Что это? Это стриж. Да. Сук. Жук, да. Сук. Осьминог. Осьминог, правильно. И что еще осьминог? Еще один осьминог, да? И еще осьминог. Еще осьминог. Сейчас надо хвостик дочи собрать, да? Красиво сделать хвостик. Ёж? Да, ёж. Всем доброе утро. В сегодняшнем видео я хотела бы показать то, чем я занимаюсь до обеда. Да, задавали вопрос, во сколько мы просыпаемся. На самом деле, если бы не Лерочка, мы, наверное, бы просыпались бы часов в 9, потому что Тёма у нас ходит в школу после обеда. А Лера, во сколько бы не ложилась спать, даже если это в 11-12 ночи, да, она вот как будильник просыпается в 6 утра. Первым делом, конечно же, я умываюсь. Если это выходной день, то обязательно наношу маску. Насчет масок могу выбрать абсолютно любую. У меня, если честно, не было такого, что какая-то реакция, да, даже маски с фикс прайса мне, в принципе, многие подходят. В отличие от зубной пасты и зубной щетки. Да, я вам говорила, что у меня очень чувствительные зубы. И я покупаю только одну пасту и пользуюсь ею уже на протяжении года. И недавно мы показывали, что мы Тёмочке купили зубную щетку электрическую. Ему настолько понравилось, что я решила также заказать и себе. У меня щетка от Xiaomi. Модель называется Nanmi N7000. Она имеет 12 насадок. Заказывала я ее на Озон. Также есть еще в голубом цвете. На корпусе имеем 5 режимов, но на самом деле я, наверное, использую там максимум 3. Очень удобно, что ее включаешь, и через 2 минуты она сама выключается. Особенно если покупаете детям, это на самом деле круто, потому что вы сами знаете, они чистят зубы там буквально там полминуты и бросают щетку. А тут вы им говорите, там, пока зубная щетка работает, ты чистишь. Есть также зарядное устройство для того, чтобы заряжать щетку. Я это делаю в ванной комнате. У нас специальные розетки с USB. Производитель уверяет, что на одной зарядке зубная щетка держится 365 дней. Ну, посмотрим в будущем. Обязательно дам еще отзыв. Ссылку на Озон оставляю в описании под видео. Тем более скоро 23 февраля, 8 марта. Я думаю, что это отличный подарок. Ну и после всех утренних процедур я иду делать завтрак. Да, мытье головы я оставляю обычно после завтрака, но до обеда. А мою голову я через день. На завтрак сегодня у нас будет песочный пирог. Тесто, кстати, можно приготовить с вечера. Начинку можно использовать любую. Ингредиенты идеальные, поэтому обязательно сохраняйте. Для теста берем муку, сливочное масло холодное, соль, сахар по 1 чайной ложке, разрыхлитель и вода. Мы просто смешиваем все ингредиенты и замешиваем тесто. Можно это сделать, конечно, руками, но у меня есть кухонный комбайн, поэтому я использую его. Тесто получается очень мягким, не липнет к рукам. Отправляем его в пакет и в холодильник буквально на час. Но я повторяюсь, что можно его замешать вечером, если у вас нет времени утром, и отправить в холодильник на ночь, а утром просто достать. Далее начинка. Берем творог и сыр. Чего взять больше, решайте сами. Я взяла сыра побольше, потому что творог, он немного кислит. Вы смотрите по своему вкусу. В начинку добавляем немного соли, если сыр не очень соленый, и 1 белок. Желток оставим для смазывания. Далее берем тесто, достаем его из холодильника и раскатываем. Далее переносим на противень. У меня он диаметром 22 сантиметра. Верхние части теста вырезаем ножом и выкладываем начинку. Остатки теста я раскатала
и вырезала такие полоски. Можете, конечно, этого не делать. Сверху выкладываем помидорки черри, можете маслины взять, ну, все что угодно. Я взяла черри, они такие миниатюрные. Берем желток, смазываем сверху тесто и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 35-40 минут. Смотрите по своей духовке. Пирог должен быть красиво золотистого цвета. Далее свежий чай заваренный, это обязательно. Каждое утро. Для меня, знаете, даже если нет там какого-то супер завтрака, но свежий заваренный чай это либо кофе. Также в этот день на завтрак у нас оставалось 2 кусочка торта. Это армянский тортик Микадо. В прошлом видео я показывала рецепт. Безумно вкусно и реально. Чем дольше он хранится в холодильнике, тем он вкуснее. Да, я слышала, что до 10 дней его оставляют под пищевой пленкой. Также вечером я пекла блинчики, остались несколько штук. Рецепт блинчиков я не показывала, у меня есть уже на канале. Я их обычно подаю с медом, либо вареньем. Я порезала киви, у нас очень Лерочка любит. И вот он, очень красивый, вкусный пирог творожно-сырный. Сверху я его еще посыпала черным кунжутом. Он вкусный как и горячий, так и холодный, поэтому если вы все не доели, можете отправить его в холодильник и потом его доесть. Нам так даже нравится больше. Всем приятного аппетита! Далее, после завтрака я обычно заправляю кровать. Да, я это делаю в основном 90% после завтрака. Вот не знаю, почему у меня так получается, хотя раньше, я помню, мама всегда говорила: проснулся, убрал постель и далее идешь делать свои дела. Но у меня почему-то так не получается сейчас. Может быть, потому что завтрак для нас должен быть прям сытный, поэтому на него у меня уходит довольно-таки много времени. Поэтому я умылась, сделала завтрак, позавтракали, и я потом уже спокойно иду заправляю кровать. Мне в этот день еще нужно было, кроме поменять постельное белье, я это делаю примерно раз в неделю, бывает такое, что и раз в 2 недели. Да, у нас сейчас вы видите 3 подушки, потому что Лерочка спит с нами. Да, много почему-то вопросов именно о том, где спят дети. Лера спит с нами, а Тёмочка спит на диване пока. И в его будущей спальне идет ремонт. И уже, я думаю, что через месяц, 2 месяца максимум он уже будет спать в своей кровати. Да, ждем не дождемся, конечно, но всему свое время. А Валерия спит с нами, конечно, она еще маленькая. И сейчас, даже если мы сделаем ремонт в ее спальне, купим кровать, я уже ей хочу купить обычную 1,5-спальную кровать. В обед можно ее там укладывать, чтобы она привыкала, а по ночам пока, годик минимум, даже может быть 2, она будет спать с нами. Поэтому, может быть, вы заметили, я чаще всего беру комплекты семейные. Там идут 2 пододеяльника 1,5-спальные, то есть Федя спит с своим одеялом, да, а мы с Лерочкой укрываемся под одним. Подушки, наволочки я беру 50 на 70, но у нас с Федей сейчас ортопедические подушки. Сначала купил Федя, я уже даже не помню, где мы заказывали, купили на пробу. Он чередует, то спит на ортопедической, то на обычной. Поспал где-то неделю, говорит, очень классно, удобно, прям супер. И я вам не раз рассказывала, что у меня проблемы со спиной, да, у меня работа за компьютером, то есть все вечернее время я провожу сидя за креслом, и на утро я просто не могу встать. Вот настолько у меня сильные головные боли и боли в спине. После я начала заниматься фитнесом, я уже вам рассказывала, показывала. И я заметила, что у меня боли именно с утра. То есть я просыпаюсь, у меня болит спина, болит шея. Федя говорит, возьми, попробуй. Если тебе понравится, то потом себе купишь, закажешь. Тестировала я ее 2 недели, и вам честно скажу, я так и не привыкла.
Вот не знаю, может быть, она была какая-то низкая, может, я не знаю. Но факт в том, что и боли не прошли, и мне неудобно. Федя уверял меня, что все дело все-таки в подушке, потому что у меня болит спина, шея именно после сна. И буквально в конце декабря я смотрела YouTube своего любимого блогера, и она рекомендовала ортопедическую подушку бренда Evi. И знаете, я перешла на сайт и, наверное, приняла решение буквально за минут 5. Я обычно никогда так не делаю, не знаю почему, но я заказ сделала сию же секунду. Сразу скажу, что заказ пришел очень быстро. Прям, очень быстро. Подушка приходит вот в таком чехле. Атласная, очень приятная ткань. Как же круто, что производители подходят вот так идеально не только к товару, который производят, но и к упаковке. Чехол я обязательно сохраню, так как очень удобно взять с собой в путешествие, например. Наволочка натуральный шелк. И да, посмотрите, как она красиво блестит. Дорого выглядит. И хочу отметить, что шелк очень хорошо влияет на волосы, не путает их. В комплекте также идет поднаволочка, материал бамбуковое волокно. Но перед использованием лучше, конечно же, постирать наволочки. Я использую деликатную стирку при 30 градусах. Стираю я наволочки уже второй раз. И отдельно приобрести их вы сможете на сайте компании Evi. Привыкала я к подушке, наверное, около недели. И сейчас прошло где-то недели 3. В том, что она обеспечивает комфортный сон и избавляет от боли и напряжения, это 200%. Я пробовала очень много разных подушек, и дорогих, до самых дешевых, там бьюти подушек, вот ортопедическую я вам рассказывала, да, но ни одна мне не подошла. Я вам прям от души советую. Подушка Evi удобная, очень мягкая и действительно избавляет от болей. Хочу вам рассказать небольшой лайфхак, который я узнала от блогера, по рекомендации которого я приобрела подушку. На сайте есть такая форма «Получи подарок». Если оставить свой WhatsApp, то производители вам вышлют промокод на очень хорошую скидку. Ссылку на подушку от компании Evi обязательно оставлю в описании под видео и также продублирую в наш телеграм-канал. В этот раз я делала все в быстром режиме. Постельное белье гладила уже постелив его, то есть не на гладильной доске. Я часто так делаю, вы, наверное, заметили. Лерочка сейчас дома, у них карантин в группе. Кто-то заболел ветрянкой, и вы сами понимаете, остальные все пошли на карантин на 21 день, то есть по-моему, до 8 февраля она у нас дома. Поэтому я делала все поверхностно. Если я и планирую какую-то прям мега уборку в доме, то это только тогда, когда Лерочка в садике. На обед я готовила перед этим днем борщ, салат был свежий и собственного приготовления копченая курочка. Мы недавно приобрели коптильню Браво, именно горячего копчения. Для меня это было важно, потому что использовать ее можно дома, в квартире. Я так немного сняла распаковку, сейчас вставлю, и курочку, как я ее подготовила к копчению, взвесила. Обязательно она у меня 1,5 килограмма. На 1,5 килограмма я взяла 30 грамм на килограмм курицы. Получилось 45 грамм. У меня есть вакууматор. И есть такая функция маринования. Вы, конечно, можете просолить курицу, сделать рассол и отправить в прохладное место. Рецептов очень много. И специи кладут разные. Я добавила только соль. Все. Завакуумировала и отправила в холодильник на целые сутки. Открывай. Давай, ты поможешь мне? Не, конечно, могу. Ух ты! Ух ты! Вау, это тебе, наверное, да, трубку? Конечно. Это зажимики, это чтобы не потерять. Мы тебе самое ответственное дадим вот этот клубочек. Давай, папа, откроем, папа. Давай, откроем, солнышко. Это у нас... всем привет большой. Это у нас шланг. Трубка такая, да? Ух ты. Хочешь посмотреть? Да. Это круто, да? Да, есть. Смотри какая. Это тебе, да?
Ты будешь готовить. Друзья, давайте ваши предположения, догадки. Что же мы получили? Да, что же мы получили? Все вы знаете, что мужчины лучшие повара, да, и мы часто готовим, да, особенно на нашем, я говорю, хотел сказать, в твоем же канале, да, я так уже у себя почувствовал, да, вот, если кто там еще не знаком лично со мной, то, пожалуйста, все к нам, ко мне, девушки. На будни Федора наша новая универсальная коптильня, трубочку подсоединили, раз в окошечко соседу, раз, сунули, чтобы он слюной подавился. В хорошем этом смысле слова. Нет, здесь все продумано, все классно, чтобы не было лишнего дыма, не было вам все комфортно, удобно, не выходя из вашей прекрасной кухни, да, дорогие женщины, дорогие мужчины, да, мужчины лучшие повара. Но сегодня у нас, конечно же, наша дорогая супруга будет главным шеф-поваром. Вот, будем снимать пробу. Заказали коптильню Браун для горячего копчения. Вот, коптить они можно все, что угодно. Куры, грудинка, рыба, друзья, все, что вашей душе угодно. Она небольшого размера, мобильная, легкая и готовится очень быстро. Очень быстро. Все пришло в такой прекрасной упаковочке. Пупырчатое все. И самое, знаете, что самое главное? Что она небольшая. То есть она поместится в любом шкафу. Убрали ее. Здесь уже есть в комплекте щепа. Но я еще раз вам говорил, заходите, раз вы использовали, а где же щепу эту брать, что же делать? Заходите в любой там строительный, хозмаг, спрашиваете щепу для копчения. Все, там выбор там наименований 20. Хоть яблоня, хоть груша, хоть там, не знаю, абрикос. Очень большой выбор, поэтому выбирайте любую, пробуйте, смотрите. На самом деле по вкусу... Не, вкус может быть другой. Знаете, как сказать? Вот я когда коптил на яблоке... Да, кстати, кислинка такая была. Вот. Приятная такая, не то, что там кислая грудинка сделана. Нет, он такой аромат интересный, да? Копченый, да, это все слышишь, но вот вкус яблочка тоже почему-то чувствуется. И было, кстати, очень интересно. Клево, молодцы, запаковали от души, ничего не разобьется, ничего не повредится. Все, металл, нержавеющая сталь, хорошая, прекрасная, долговечная. Упаковки, если честно, разговора... Ух ты! Разговора нет, молодцы. Друзья, коптильня универсальная, то бишь подойдет для электроплит, подойдет для газовых плит. И оно запросто нагревает, оно не тонкое, знаете, прям сказать, какой-то щупленький металл, хороший. В комплекте идет книжка с рецептами. Гарантийный талон, инструкция. И 1000 рублей мне положили. Книга рецептов, друзья. Печенье, там, кролик, овощи, грудинка, все что угодно. Можете почитать, посмотреть. Все написано. Если у вас есть свой рецепт, то, пожалуйста, запросто можете применить свой рецепт там, от своих родных, близких, мам. Гарантийный талон. И сам, наверное, скорее всего, здесь поддон для жира, я так думаю. Вот, куда мы будем устанавливать и вешать все наше мяско. Ну да, я так, наверное, и предполагаю. Это у нас верх. Тоже все с нержавейки, смотрите. Я уже замариновала, вы видели, курочку. Вот сейчас она лежит в холодильнике. Мы ее еще просушим. Ребят, просушили мы нашу курочку около суток. Да, друзья, это касается мяса, птицы, грудинки, всего на самом деле. Вот, оставляйте. Мы на сутки, наверное, оставляем. Да, мы на сутки оставим. Ну, смотрите, сейчас у нас прохладная погода, у нас не больше там не знаю, 4-5 градусов, а ночью так опускается до 0, до -2, поэтому сутки она висела, она уже соленая, с ней, в принципе, ничего не будет. Вот, зато она просохла. Можете, конечно, это весь процесс ускорить, там, дополнительно еще в полотенчик обернуть, а если у вас где-то есть место, где прям продувает хороший сквознячок, туда повесите, она прям... Некоторые даже этот вентилятор включают, я слушаю. Запросто. Кстати, классная, хорошая вещь. Вот, воспользуйтесь, да, этим маленьким лайфхаком. Вот. Для чего, еще раз объясню, чтобы ваше копчение хорошо легло на курочку. Аппарат простой, надежный. Мне это больше всего нравится. Без всяких прибамбас, все понятно, все внятно. Все стандартно, все это делается очень легко. Наш поддон, высыпаем нашу щепу. Друзья, можете использовать яблоню, там я еще раз говорю, очень большой громадный выбор, где-то сантиметра 2 толщиной, чуть. Ничего не надо не смачивать, не замачивать, вот, друзья. Да, дорогие хозяйки, как вы все знаете, жир, все равно тяжеловато мыть, да, и опять же, вот, что мы делаем, застилаем все фольгой, на которую будет стекать наш жир. У нас идет второй наш поддончик. Мы его вот так все ставим.
И все вышло. Сама села. Знаменитое выступление дяди Федора. Атарушечки. У вас есть еще там пару кусочков грудинки? Да. Все просто, сверху бабах. Да, и сюда вешаем, подвешиваете. Да. Ну, мы чисто будем коптить курочку. Отправляем мы ее в нашу емкость для копчения. Потом, да, вот так она все выглядит. Все хорошо, все прекрасно, все комфортно. Далее крышка. Крышка и шланг. И забыли мы сказать при распаковке, друзья, еще идет термощуп. Немного 2 капли масла туда нужно будет. Да, чтобы была правильная у вас температура. Да. Ну, как в автоклаве, друзья. Если у вас отверстие, туда засунули все и нажимаете. Все, включили. И он показывает градусы. До 300 градусов он показывает. Готовить будем по рецепту, как написано в книге. В книге написано готовить при 100-110 градусов 60 минут. Вот. Если кто-то уже готовил на данной коптильне, то, пожалуйста, напишите. Вот, возможно, у вас есть прям такое идеальное время, соотношение, да, при копчении курицы бройлера. Не домашние. Это разные вещи, друзья. Домашняя курочка и бройлер. Бройлера мясо намного нежнее. Сами знаете, быстро маринуется. Вот, пишите в комментариях, будет прям на самом деле интересно. Друзья, в комплекте идет шланг силиконовый, метров 5, наверное, да? Вот. Ну, вы все знаете, у многих кухня находится рядом окно, форточка, чтобы проветрить. И этого метража вполне вам хватит, чтобы засунуть в вашу форточку, чтобы ваши соседи сошли с ума от этого аромата. Я сразу вспомнил Сочи, и мне тогда довелось видеть, как люди на балконах жарят шашлыки. Не, но этого делать не будем, потому что это пожароопасно, а здесь буквально это все безопасно. По трубке огонь никуда ничего не пойдет, здесь только будет выходить наш такой аккуратненький, приятненький дымочек. Вот, поэтому все, пару капель маслица, включаем индукцию и погнали. Температуру набираем, и все это будет готовиться. Ну, уже увидите, конечно, результаты. И, блин, опять что уже слюна пошла. Все, мы погнали. Фух, еле отбился. Соседи прибежали по запаху. Вообще просто, фу, чуть не разорвали меня. Фу, хорошо малыш во дворе отбился. Так, ну что, продолжим на самом хорошем. Сейчас я чуть дыхание переведу. Вчера было желание такое, это все попробовать, съесть. Вот, но я все равно чуть отщипнул, укусил. Просто хотелось вам передать вкус именно охлажденного копчения. Вот, когда курица будет у нас не горячая, вот только мы ее достали, она такая прям горяченькая. Вот она остыла. Обычно как, мы идем в магазин, покупаем копченую там грудку, там крылья, да, и пробуем, да. Я вот сейчас хочу сравнить вот именно вкусовые качества, как они отличаются от магазинного, да, и вот то, что у нас получилось дома. Ну, аромат, сразу скажу, шикарный. Шикарный — это совсем не то, что в магазинах. Ребят, смотрите, вот здесь будет маленькое такое замечание, я не знаю, Наталья сказала или нет, вот, но это чисто наши такие взгляды. При готовке курицы все зависит от курицы. Мне кажется, при 100-110 градусов, даже в 100 градусов, 110 градусов не надо. Вот у нас вот такой хороший, прекрасный, нежный бройлер. И то, мне кажется, 50 минут за глаза хватает. Смотрите, просто мы делали в вакууматоре, и она у нас замариновалась, мне кажется, быстрее. Да. И мясо получается нежнее. Мне кажется, и держать ее нужно будет чуть поменьше. Курочку вашу лучше ниточкой обвязать. Да, вот у нас одно... Крылышко, да. Ножка убежать куда-то захотела. Мы просушили, и копчение классно легло. Классно легло. Офигенно просто. Вот. Ладно, все. Меньше слов, больше еды, и будем здоровы. Начинаем. Мы сейчас вам и внутри покажем, какое мяско. Мяско очень нежное, вкусное. Видите, оно не сухое. Блин, а внутри вообще, как сказать, вот снаружи запах, а внутри еще прям еще лучше, а? Ну, погнали. Блин, очень вкусно. Потом нельзя, руки надо мыть, здороваться нельзя, а то потом тот, кто с кем ты здоровался, он будет весь день ходить и руку нюхать. Аромат просто офигенный. Не знаю, зашло классно, очень вкусно. Не знаю, как у вас, кто готовил на
коптильник горячего коптения Браво. Обязательно напишите, как у вас, как вы приготовили, у кого уже есть, в комментариях прям пишите. Будет на самом деле интересно, но получилось прям бомба. Честно, я не ожидал. Я не ожидал, что будет прям вот нереально прям вкусно. Очень вкусно. Да, ссылочку оставим внизу в описании, кому интересно. Блин, зачетник, а? Мне прям уже захотелось грудинку сделать. Поэтому, друзья, у кого квартиры и вам нужно закоптить дома без... А, кстати, насчет запаха, ты дыма говорила? Нет. Насчет дыма вообще нет. Ну, может, какой-то есть запах, ну, знаете, что-то готовится. Ну, знаете, включаете духовку, жарится курица, там тоже такой запах стоит. Ну, то есть... Ну, нету этого дыма. Во-первых, не знаю, Наталья повторилась или говорила нет. Сверху, когда мы крышку закрываем, туда еще заливается немножко, вода. да, совсем. Называется водяная такая, водяной замок образуется. И дым у нас не выходит. Я не слышал, что там дым как-то. Был запах готовки какой-то, да? Готовить вкусную, полезную пищу, не выходя из дома, вот такая красота, да, не выходя из квартиры, то, пожалуйста, ссылочку мы внизу в описании оставим, можете перейти, посмотреть, вот, приобрести, будет вам счастье. Так, ну, я тут, как говорится, свои дела, да, сделал, вот, да, пошел я дальше работать, там. Иди на свой канал, Будни Федора. Так что, девчонки, ко мне давай тоже заходите, вы что там, йоу? Не-не, давайте. Ладно, я пошел работать. Ну, вроде бы все вам показала, рассказала. На этом я это видео буду заканчивать. Расскажите, как проходит ваше утро. Очень интересно будет почитать. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Don't you need it too? 'Cause I got you, and you got me too.